1854 году уровень воды в Цюрихском озере упал ниже обычного. Засуха. Зима без снега. И на обнажившемся дне швейцарцы увидели сотни деревянных свай, торчащих из ила. Им было больше 5000 лет. Само по себе это еще не было чудом. Дерево в анаэробной среде действительно может выживать веками. Удивительным оказалось другое. Вместе со сваями под водой лежало все остальное. Кухонная утварь, зерно, семена фруктов, обрывки ткани, рыболовные сети, следы очагов. И в одном месте, у берега, крошечные отпечатки детских ног, вдавленные в озерную глину больше 5000 лет назад. Ни монумент, ни гробница, ни храм. Просто жизнь. Мы привыкли узнавать историю через то, что люди строили специально для вечности, через дворцы, крепости, пирамиды. Но что, если самое честное и подробное свидетельство о прошлом сохранилось там, где никто не собирался оставлять наследие? На дне Альпийских озер, в иле болот, под слоем воды, которая случайно взяла на хранение то, что суша давно бы уничтожила. 6 поселений, разные страны, разные эпохи, разные культуры. Но все они сохранили одно и то же – невеликое, обычное. И именно поэтому изменили понимание того, как жили люди до письменности, до городов и до государств. Почему вода сохраняет то, что не может сохранить земля? Что именно в этих деревнях нашли археологи? И что это говорит нам о людях, которых мы почти не знаем? В 2011 году ЮНЕСКО включила доисторические свайные поселения вокруг Альп в список объектов всемирного наследия. Это не один памятник. Это 111 объектов в 6 странах – Швейцарии, Австрии, Германии, Франции, Италии и Словении. Тысячи километров озерных берегов, болот и речных пойм, где под водой или под влажным грунтом лежат остатки деревень возрастом от 3 до 7 тысяч лет. Причина их исключительной сохранности – анаэробная среда. Когда органика уходит под воду или вглубь насыщенного влагой торфа, кислород к ней почти не поступает. А именно кислород и микроорганизмы, которым он нужен, разрушает дерево, кожу, ткань, зерно. Без него распад почти останавливается. Деревянная свая остается деревянной сваей, льняная нить – льняной нитью. Семя льна возрастом 4000 лет можно взять в руки и рассмотреть под лупой. На суше, в обычной почве, такие материалы исчезают за несколько столетий. В иле Альпийских озер они лежат тысячелетиями. Специалисты знают это давно. Но насколько полной может быть картина, которую дают такие памятники, стало ясно только в последние десятилетия с развитием подводной археологии, дендрохронологии, геохимического анализа и методов изучения древней ДНК. XIX век видел в этих деревнях романтику, озерные города, первых швейцарцев, жизнь прямо над водой. XXI век видит нечто более ценное – точную хронику. Не того, кто правил, а того, что ели, во что одевались, чем болели, как хоронили детей и как реагировали на неурожай. Первое поселение – Арбенблайхе-3. Швейцарский берег Боденского озера, кантон Тургау. Около 3380 года до нашей эры. Неолит. Конец каменного века в Центральной Европе. Это поселение стало одним из самых точно датированных доисторических объектов в Европе. Метод – дендрохронология. Анализ годовых колец в деревянных сваях позволяет установить не просто век и не просто десятилетие, а конкретный год, когда было срублено дерево. Исследователи из Цюрихского кантонального управления по охране памятников установили: часть свай заготовили в один год, часть – в следующий, а еще через несколько лет все резко остановилось. Деревня просуществовала около 15 лет и исчезла. 15 лет. Это одно поколение. Дети, рожденные здесь к моменту, когда деревня опустела, еще не достигли юности. И именно такая короткая жизнь поселения сделала его уникальным. Его не перестраивали, не надстраивали, не разбирали по бревнам.
Оно просто ушло под воду целиком. В финальных слоях, там, где заканчивается жизнь деревни, картина меняется. Костей диких животных становится больше, домашнего скота – меньше, зерна – меньше обычного, следы ремесел грубее. Затем появляются следы пожара. Что именно случилось, неизвестно. Засуха, болезнь, набег? Возможно, сразу несколько факторов. В доисторических деревнях, как и в современных, кризисы редко приходят поодиночке. Но самое живое, что нашли в Арбоне, не свидетельство катастрофы. В иле у края свайной платформы сохранились отпечатки детских ног. Маленький след в глине, живой, конкретный, возрастом более 5000 лет. Ребенок шел к воде, никуда не спешил. Второе поселение – Зиплинген. Немецкий берег того же Баденского озера, земля Баден-Вюртемберг. Если Арбон-Блайхе – это моментальный снимок, то Зиплинген – архив. Подводные раскопки на этом участке, продолжавшиеся с перерывами несколько десятилетий, выявили стратиграфический разрез с несколькими тысячелетиями заселения. Неолит, Медный век, Бронзовый век. Каждый период отделен от следующего слоем стерильного ила, знаком того, что деревню в какой-то момент оставляли, и вода снова поднималась над этим берегом. Потом приходили новые люди и строили снова. Они не знали, что строят на следах предыдущего поселения. Они просто выбирали удобный берег. И каждый раз вода сохраняла их слой до следующих жителей. Что именно привлекало людей к одному и тому же месту снова и снова на протяжении тысячелетий? Рыбные угодья? Удобная гавань? Защита от хищников? Это не установлено окончательно. Но то, что они возвращались, читается в самом грунте. Слой за слоем, эпоха за эпохой. Одна и та же вода, один и тот же берег, разные люди. Третье поселение. Малина ди Ледро. Итальянский регион Трентино. Озеро Ледро. Небольшое, холодное, высоко в Альпах, почти 900 метров над уровнем моря. Бронзовый век. Примерно от 2000 до 1400 года до нашей эры. В 1929 году уровень озера понизили для строительства гидроэлектростанции. На обнажившемся дне обнаружили более 10 тысяч деревянных свай. В последующие десятилетия раскопки на берегу и под водой подняли то, что сегодня хранится в музее прямо у озера. Берестяные сосуды с кожаными заплатами, деревянные ложки с орнаментом, рукоятки инструментов, семена пшеницы, проса, льна, яблок, груш, слив, определенные до сорта, рыболовные сети с сохранившимися узлами, фрагменты тканых полотен. И среди всего этого фрагменты кожаной обуви возрастом около 3500 лет. Не изображение обуви, не описание ее в тексте, сам предмет с видимой формой подошвы, с остатками швов по краю. Кто-то разул ее у воды и не вернулся. Или вернулся, но уже другим человеком, которому было не до башмака. Или деревня к тому времени уже опустела. История не сохранила имени, но след остался. И этот след рассказывает больше, чем многие тексты. Что носили, как шили, какой была повседневная жизнь человека бронзового века в Альпийских горах. Ни жреца, ни правителя, просто человека. Четвертое поселение – Монтзее, Австрия. Озеро Монтзее в регионе Зальцкамергут. Лунное озеро, так его называют за форму в долине, окруженной Альпами. Халколит, Медный век. Примерно от 3800 до 3300 года до нашей эры. Это место дало имя целой культуре – культуре Монтзее, и стало одним из первых в Альпийском регионе, где зафиксированы следы обработки меди. Ни железа, ни бронзы, именно меди, самого раннего металла, с которым научились работать люди этой части Европы. Находки включают медные орудия, украшения и следы литейного производства. До изучения этой группы памятников считалось, что медная металлургия попадала в Альпы медленно, из Средиземноморья. Монтзее показал, уже в IV тысячелетии до нашей эры жители этих озерных деревень освоили металл, либо самостоятельно, либо через очень быстрый контакт с внешними культурами.
Но самое неожиданное здесь не металл. Самое неожиданное – посуда. Керамика культуры Монзея отличается декором, который выбивается из общего ряда. Глубокие прорезные канавки, заполненные белой пастой. На фоне грубой утилитарной посуды многих современных им культур это выглядит как сознательное эстетическое решение. Не просто форма, а декор, который требует времени, умысла и, по-видимому, определенного понятия о красоте. Люди над лунным озером делали горшки красивыми. Неизвестно зачем. Может быть, для обмена, может быть, для ритуала, а может быть, просто потому, что умели и хотели. Пятое поселение. Оверние. Швейцарский берег Невшательского озера. Поздний бронзовый век, примерно от 1100 до 850 года до нашей эры. Здесь нашли то, что делает этот памятник особенным на фоне всей темы. В поздних бронзовых слоях фрагменты выпеченного хлеба. Ни зерна, ни муки, именно хлеба. Плоские лепешки, приготовленные предположительно прямо на раскаленном камне. Рядом фрагменты тканных полотен с видимым переплетением нитей. Льняная ткань, шерстяная. Нити разной толщины, местами элементы орнамента. Возраст – около 3000 лет. Давайте остановимся на секунду. О Древнем Египте мы знаем очень много. Мы знаем имена фараонов и даты их правления. Мы знаем, как выглядели их погребальные тексты. Мы знаем хронологию войн и смены династий. Но мы почти не знаем, что ел на завтрак простой земледелец в дельте Нила. Как была сшита его рубаха. Какой сорт пшеницы он сеял на своем поле. Из чего делалась его обувь. Не потому, что таких людей не было. Их было большинство. Просто их жизнь исчезла. В земле, в песке, в разложении. А на берегу Невшательского озера, в деревнях, у жителей которых не было даже письменности, мы видим все это. Еду, одежду, инструменты. Быт людей, которые ни разу не упомянуты ни в каком тексте, потому что текстов еще не существовало. Но они оставили нам что-то более конкретное, чем слова. И это ставит неудобный вопрос. Каких людей мы знаем лучше? Тех, о ком писали, или тех, чей быт сохранила случайность? Шестое поселение. Шаровин. Французские Альпы. Озеро Поладрю. Регион Аверень. Рона. Альпы. Это место необычно среди других. Здесь не один, а два культурных слоя. Два отдельных поселения, разделенных тысячелетиями, но связанных одной логикой. Первый слой – неолитический, около 5000 лет назад. Второй – средневековый, около 1000 года нашей эры. В обоих случаях деревню оставили быстро, судя по всему, из-за повышения уровня воды в результате климатических изменений. Средневековый слой изучен подробнее. Раскопки второй половины XX века, которые вели французские археологи под руководством Жака Люка Пике, обнаружили деревянное оборудование в исключительной сохранности. Плуги, рабочие инструменты, зерно прямо в глиняных горшках, посуду с остатками пищи, игральные фишки, фрагменты кожаных изделий. Это деревня, которую ее жители покинули так быстро, что оставили почти все. Не великая цивилизация, не дворец и не крепость. Просто земледельцы начала второго тысячелетия. Люди, которые жили и работали у Альпийского озера, и однажды поняли, что берег уходит. Они ушли. Взяли детей, взяли скот, или то, что успели. Плуги и горшки оставили. Вода забрала деревню себе и сохранила ее. Дважды. Дважды в этом месте через 1000 лет друг от друга происходило одно и то же. Люди уходили, вода наступала, и именно это наступление спасало следы их жизни от исчезновения. Отсюда возникает вопрос, который невозможно не задать, когда смотришь на все 6 поселений сразу. Великие монументы строили для того, чтобы остаться. В них вкладывали камень, труд, власть и ресурсы целых государств. И они действительно выжили. Но они рассказывают нам о власти, о претензии на бессмертие, о том, какими правители хотели выглядеть в глазах богов и потомков.
Деревни над Альпийскими озерами никто не строил для вечности. Их строили просто для жизни. Сегодня, завтра. Пока есть рыба в воде, зерно в поле и дерево на берегу для новой сваи. И вот они до сих пор здесь. С хлебом, башмаками и детскими следами в иле. 6 поселений, 5 стран, несколько тысячелетий. Арбамблайхе. Деревня, которая прожила 15 лет, пережила кризис и сохранила его отпечаток буквально в грунте. Год за годом, слой за слоем. Зиплинген. Берег, к которому люди возвращались тысячелетиями, не зная, что уже живут в обжитом месте и что под их сваями чужие сваи. Малина-ди-Ледро. Горное озеро, которое словно заморозило бронзовый век. Семена, кожу, нити, башмак, сети. Монзея. Место, где в Альпах рано появилась медь и где кто-то решил, что горшки должны быть красивыми. Оверния. Берег, где лежит хлеб 3000-летней давности и ткань, по которой можно изучать технологию прядения позднего бронзового века. Шаровин. Деревня, которую вода брала дважды и дважды сохраняла. Вместе эти места говорят об одном. История — это не только великие объекты, не только имена правителей и даты сражений. Это еще и миллионы людей, которые не строили памятников, но строили дома, которые не оставили своих имен, но оставили следы своей еды, своих инструментов, своих детей. И именно эти следы, не те, что планировались на вечность, а те, что сохранились случайно, дают нам самую честную картину того, чем была жизнь до письменности, до государств, до истории в привычном смысле слова. Есть что-то важное в самой природе этого сохранения. Пирамиды строились, чтобы остаться навсегда. В них вложена воля к бессмертию, воля правителя, государства, религии. Это сознательный акт против времени. Свайные деревни над Альпийскими озерами строились просто для того, чтобы жить. Не для вечности, для утра следующего дня, для урожая, для ребенка, который идет к воде. Никто в Арбоне не думал о том, что его след в иле увидят через 5000 лет. Никто в Малине не знал, что его башмак станет экспонатом в музее на берегу того же озера. Никто в Шаровине не оставлял плуг для потомков. Его оставили потому, что вода поднималась, и нужно было уходить. И все-таки они остались. Потому что история — это не только то, что люди строили специально для вечности. Это еще и то, что вечность сохранила случайно. Не претензия на бессмертие, а просто жизнь, которую вода взяла под себя и не отдала обратно. Они жили над водой. Они не знали, что это их защитит. И вода их запомнила.